Да, прибыл с вами Магнус, дорогие зрители, с вами Shadow и Альтмир Андил. Это 25 глава наших приключений в Скайриме. Итак, что, во-первых, я хочу вам рассказать. Во-первых, на днях должен был выйти патч 2.2.1, где я немного поправил порядок модов специально для вас. И теперь некоторые модификации начали правильно работать, скажем так. Например, плащи теперь 100% дают тепло, как вы видите, вот. Они дают тепло теперь, у плаща тепло 54, это раз. Это раз. Во-вторых, я поправил баг, связанный с Рифтона, там можно было выйти через одни ворота. Теперь этого бага нету, и теперь все работает так, как надо. То есть, изменения такие мелкие, но при этом очень полезные, скажем так. Ладно, не буду затягивать, давайте я вам расскажу, какие у меня планы на сегодня и что мы будем делать. А именно, я хочу отправиться на поиски приключений и выполнить начать проходить один большой глобальный квест. Сейчас его найду. Так, не то, за пределом. Пропавший торговец. Вот, затерянный город. Один из первых глобальных квестов, которые мы получили, и сейчас мы пойдем его проходить. То есть, ну, по крайней мере, я так хочу. Изгои захватили шахту Полскега, только мы остались. Вот. Идите-ка вы оба внутрь, отдохните. Я передам Ярву. Так, давайте быстренько вознесем молитву. Так, вознесли молитву. И теперь можем выдвигаться. Нам куда вообще надо выдвигаться? Нам где-то вот сюда надо выдвинуться будет. Так что давайте, в принципе, отправляться. Я что-то не туда пошел. А ладно, пофиг, само. А что это за тварь? Хай-левел анимус так и не поправили вот это все дело. А, да, также я сходил в коллегию Винтерхолда и там немного распродался. Ну и купил себе камни и душ. Чтобы у нас были они, и чтобы мы могли, если что, что-нибудь зачаровать и что-нибудь сделать. Ну, это, понятное дело, в будущем мы будем все зачаровывать, что-то делать. А сейчас просто будем копить камни душ, чтобы они у нас были. Пока что мы просто идем по своим делам. Так, какой-то сундук. Золото, камень душ, отмычки, кольцо, эликсиры, копье. Ну ладно, возьму. Так, мишка. Так, нам, наверное, куда-то туда надо. Как бы туда повернуть, а? Это что за херовина? Ладно, пофиг, на нее бежим. Так, кстати, заранее извиняюсь за посторонний шум, у меня, как обычно, открыто окно, потому что ужасно жарко. Так, изгои.
Так, чью-то душу поймал. Так, и вот как раз-таки две мирские руины, где мы должны были встретиться с Кассией. Да, заброшенные руины. Ну, давайте отправимся туда. Так, забытые руины. Так, какое-то здесь странное свечение. Ладно. Так, я запутался, как где ENB включен. Так, ладно, здесь ENB включен. Дверь сама открылась. Неплохо. А почему у нас эффект какой-то странный? Вот. Так, меня зовут Андил. Мне передали твое письмо. Oh, it's you. I'm so glad you're here. Look, I don't know how much time we have left. My brother went down this shaft a few days ago and I'm worried. I need you to go in after him and bring him back to me alive. It could be dangerous, but if anyone can do it, it's you. Now, are you ready? Ну, попробую. I knew I could count on you. Now quickly, go! Ладно, давайте быстренько сейчас только раскопаем. Интересно, что это за эффект такой странный? О, вы получили очко способности археологии. Вы будете получать по одному очку за каждые 5 пунктов навыка археологии, которые вы зарабатываете на месте раскопок. Ну, это хорошо. Пылающий... пыльный дневник. You stand at the entrance to an ancient dwarven city. No doubt you have never heard of it, for in all my travels and all my study, I have never read of it in any text, save for the inscription here. It reads, "Those who seek refuge will find peace here, basking in the sun under the ground. Those who seek gold will find riches beyond imagining, but will pay for this folly with their lives, for there is no return to the world of man." Is it possible there is life down there? Is it possible the dwarves are still alive after all this time? As I stand here on this precipice, war raging all over Tamriel, my mind is made up. Today I take a leap of faith. Beloved reader, perhaps one day you will join me. Consider this an invitation or a warning. Даже читать ничего не надо. Мы не можем забрать. Так, и нам куда? Так, по поводу твоего запроса. Look, are you ready to go or not? Просто у меня есть несколько вопросов. All right, but please hurry. Кто ты? My name's Cassia. My brother and I came to Skyrim from Cyrodiil with the Imperial Legion. But we took a break to explore these ruins. Значит, вы оба дезертиры? We didn't want to get involved in this stupid war in the first place. We only came here because we were conscripted. But our unit was wiped out by Nords and those forsworn savages, and we saw a chance to get away from the fighting altogether. So we took it. Ну ты решила обратиться ко мне, а не кому-то другому. I was in Markarth looking for help when I heard people talking about you and all the loot you've been trading with merchants all over Skyrim. I figured you'd be interested in exploring these ruins, so I asked a courier to track you down. And here you are. Ладно, это все вопросы, которые меня интересовали. So you ready to go now? Одна не вниз получается, ну... Только я неудачно прыгнул еще. Да, офигенно я ей помог, конечно. Взял, прыгнул, сдох.
Ладно, сейчас быстренько пройдем этот момент. Ай. That's close. Oh, I need you to go in after him. I knew I could count on you. Now quickly, go. Да, сейчас быстренько опять все я... Так, быстренько читаем книжку. Так, что это вообще еще есть? Кирка, колун, поленница, мешочек с солью, бутылки из-под вина, лопата, еще мешок. Мешок муки, ладно. Костер может согреться. А, злокрыс. Ладно, пофиг. О, все, мы прыгнули, и в этот раз мы остались даже живы. Блин, только я не могу понять, что это за фильтр такой, а? Типа он и так присутствует, и с ЕНБ присутствует, но он какой-то желтый. Ладно, может так и задумано модом, а? Кости тут какие-то. Причем костей тут много. Примерский кинжал. Череп. Еще кости, а там свет горит. Витрина. Пусто. Здесь вообще витрины нету. Здесь тоже ничего нету. Кроме двумерского топора. Ну ладно, возьму его. Забытый город. Угу. Так, а здесь темно. Ну, хотя бы фильтр дурацкий пропал. Чё это? Старик. А, у него, кстати, отличная имперская броня. Ладно, не буду трогать, я ее все равно не утащу. Имперское масло. Сожженное тело. Что тут произошло интересное? Какое-то странное свечение. Водичка здесь прозрачная такая. Постная мука. Нужен ключ, значит. Здесь его нету, этого ключа. Что-то я не вижу. Так, и как нам выбраться? О, сундук. Аквамарин, опал, галитовый слиток. Блин, а как нам выбраться-то? Так, блин, на лодку, на лодку. Так, все, мы выбрались. Это хорошо. Так, всякие здесь грибочки, картошечки.
Туда мы зайти не можем. А где нам ключ, интересно, искать? Да мы тоже зайти не можем. Так, что он говорит? Записка, что ли? У него записки нету. Может, тело попробуем отодвинуть? Может, там записка будет? Нет. Эти чернильницу я вижу. А где записка-то? Нет никакой записки. Чем мне читать? Ладно. Так, здесь мне нужен какой-то ключ. Ну, давайте попробуем его тут посмотреть. Может, он тут будет. Да нет, здесь одни грибы растут. Бочка пустая. Ну и все. Может, нам надо город обыскать? Ладно, давайте попробуем обыскать город. Цитадель. Например, мы сюда пойдем. I was in your shoes once, a lifetime ago. I remember the way the lake house calls to you. Так, почему-то я субтитров не вижу, ну ладно. Книжка для музея пойдет. Сожженное тело, еще сожженное тело. Сейф. Скума. Септимы. Такие богатые одежды. А, злокрыс. Я уже испугался, что вот эта херня нападет. Но вроде не нападает. Так, дверь. О, здесь уже кража помечены. Так, двимерский шлем. Так, ну нам, понимаю, наверх. Блять, почему субтитров нет? Настройки, игра. Да, у субтитры включены, даже общие. It seems like a simple choice, and yet, in the end, death was the better option all along. Ладно, что-то кто-то он пусть говорит, а я пока что буду собирать книжки.
Так, что за дверь? Сундук, мастер. Понятно, мастера я не взломаю. Золото. Что это? Второе письмо Ярлу Витусу. Дорогой Витус, пожалуйста, сообщи мне на этой неделе ход работ по демонтажу двумерских бюстов. Этот вопрос имеет первостепенное значение лично для меня. Ваши усилия будут вознаграждены. С увечьем, Ярл Милтус. Метилус. Вот. Это с этим мы взять с собой не можем почему-то. Имперские наручи, имперский шлем. Блин, это все можно было бы в музее отнести, но мы, наверное, не сможем. Ладно, нам дальше наверх, видимо. Please understand. I locked the lake house door to stop you from making the same mistake I made. And now you ignore my words and come searching for the key. Stay away. I hid that key for a reason. You're making a mistake. Призрак какой-то. Это он, что ли, говорил с нами? Камень душ великий. Захват душ. Гномы том 1 тоже можно взять. Здесь темно, я не буду туда идти. Теперь нам куда? Теперь нам куда? Теперь куда? Сюда, что ли? Так, здесь ванная. Так, понятно, нужно найти ключ. Забытый город. Так. Ключ от дома на озере. Чуть не сдохли. Его дух был. Короче, записку я таки не вижу. Ладно. Раз теперь мы можем войти в этот дом, почему бы и нет? С этим мы и здесь хотим. Ну, так что давайте покушаем, попьем. Нам сюда. Seven years ago, I discovered this wondrous city, uninhabited. Others soon followed, heeding my invitation, and our community grew and prospered under my rule. But as I write this, I am alone once again, for my subjects have been the victims of an unspeakable atrocity. This is why, at the expense of my own life, I must open a portal that will take you into the past, before all this began. Beloved reader, you must go back, investigate what set this atrocity in motion, and prevent it by any means necessary.
Понятно. Что-то их убило. Здесь я больше ничего ценного не вижу. Думаю, можно и выйти отсюда. Что это было? Начато незабудка. Не кажется ли там кто-то есть? You there? Where did you come from? Я тут недавно. Strange. It looks like you just came out of the Jarl's private lake house. Просто осматриваюсь. Yeah, well, just make sure you don't get lost in anyone else's home. Live by our laws here, and we'll all get along just fine. Ваши законы? Don't hurt anyone, don't steal anything. Same as anywhere else. Only the punishment here is much, much worse. The Jarl can tell you more, and help you get settled in. Might even have some quarters for you. I can take you to him if you like. Ну хорошо, пошли. Follow me. So, this is our farmland where we grow all the food you'll ever want. As long as all you ever want is leek, cabbage and potato. If you have goods, the merchants at the market up ahead will be happy to see you. Most of us have few belongings, just what we brought in with us. Morning, Gulvar. Morning, Nismar. Above us is the sun under the ground. It's strange and no substitute for the real sun, of course, but these days it doesn't bother me. What bothers me is the Citadel folk. Take Jormund, for example, standing up there on his balcony looking down on us. Just look. Yeah, Jormund, you're really... We can talk, but be quick. Domitus could be back any second. Milk drinker. Aren't you going to introduce me to your strapping new friend, Gulvar? We're on our way to see the Jarl. There'll be time for you to get your claws into our friend here later. I look forward to it. You should come for a drink at my tavern, the Golden Sentinel, tonight. Just about everyone's there after dark. Be careful with Rastasia. She... well... it's not my place to say. There's enough gossip in this place as it is. It's a small city after all. Only 24 of us at the moment. 23 if you don't count Brandis, who's halfway to the next life. Luke is barely managing to keep him alive. То есть вас всего 24 человека тут. Так, ну направляемся в цитадель. This is the Citadel, where the Jarl and his guests live. If you manage to worm your way in with them, you might get to live here too. Gulva, what do you think you're doing? You're meant to be working the Jarl's farm, not trudging dirt into his citadel. Hjormund, take it easy, would you? I was just showing our new friend here to the Jarl. Well, how about you get back to work, and I take our new friend the rest of the way? If you don't work, none of us eat, Gulva. Remember that. How could I forget? Fine, I'll get back to work. It was nice meeting you, my friend. Stop by for a chat anytime you like. I'm sorry about that. That probably sounded a bit harsh, but it's my job to make sure we all have enough to eat. I'm Jormund. Let's head up to the next floor then, shall we? Stay close behind me. Wouldn't want you getting lost now, would we? It's good to see a new face here. Haven't had any new arrivals in a while. Since Marius. But he mostly keeps to himself. Bit secretive, actually. Most people are pretty friendly though, and so they should be.
This is the closest you'll get to Sovngarde in all of Tamriel. No crime, no conflict. Most folk don't even bother locking the doors. Even if you could steal something without breaking the dwarves' law, it's not as if you could sell it to anyone here. You wouldn't want to keep the Jarl waiting, would you? Поднимаемся дальше к Ярлу, раз он... Ну, почему бы и нет, в принципе, сейчас с этим Ярло поговорим с ним. Как я понимаю, это... Welcome. I'm Gaia. Do come and say hello when you're free. Always got her nose buried in a book, that one. Helps out Brawl down in the city, our resident expert about the history and laws of the Dwemer. Last I heard, they were trying to track down some dwarven artifacts. You should ask Brawl about it, if you're into that sort of thing. This is the Citadel kitchen. Remember to be polite to our cook Sanchi. She does her best with what she has, which isn't much. Now let's head up to the Jarl's floor. Хорошо. Alright, so we're about to meet Jarl Metellus. There's a couple of things you should know about him, if you want to make a good impression. First, he was the first one here. Well, he was here before the rest of us anyway. So the Citadel is his, and we're all his guests. Second, he's very protective of this place, and won't tolerate anyone disturbing the peace. So be on your best behavior, and you should be fine. Понятно. This is the top of the Citadel. The bathhouse is off limits, and I'm not even sure what's behind the gold door. Only the Jarl has ever gone in there. Здесь кровь, кстати, почему-то. Хотя, может, ограничение движка — это наша кровь на самом деле, которая... Alright, you're on your own from here. I've got lazy farmers to supervise. Good luck with the Jarl, and I'll see you around. The Jarl's waiting for you on his balcony. On your left. Ну, хорошо. There's a face I don't recognize. Welcome to my city. I'm Jarl Metellus. Tell me, what is your name? Так, меня зовут Андил. It's always exciting to meet a new member of our small community. Now, before I forget, since you're here for good, you'll need some quarters. Here's a key to the last vacant chambers down in the city, between Brawl and Luki. It's all yours. Now tell me, what brings you to my city? На самом деле, это ты послал меня сюда из будущего, чтобы сохранить этот город. I sent you here. I'm not sure what you mean. Вот письмо, которое ты написал вскоре после того, как город был разрушен. Well, let's see. This is my handwriting. The victims of an unspeakable atrocity. I will open a portal that will take you into the past. You must go back. This is real, isn't it? I've even toyed with the idea of creating a portal between 2 points in time, with Brawl's help. But that's odd. My letter makes no mention of what caused the disaster. I suppose I was in a hurry. So tell me, what's going to happen to us? Я не знаю, но там было мрачно, и везде были обгоревшие трупы. That's exactly what I saw when I first discovered this place, several years ago. It seems whatever happened then is going to happen again. I think it has something to do with the dwarves' law. This is bad. This is very, very bad. Мерзкий закон? Yes. You see, the dwarves who built this place left inscriptions. Brawl hasn't been able to fully translate them, but we understand some parts.
This warning keeps coming up. The many shall suffer for the sins of the one. We think that breaking the law here will cause some kind of event. The truth is, I've used the dwarves' law to frighten my people into obedience. And it's worked, so far. But someone's about to break that law. Let me think. Your arrival here is exactly what I need. You've helped me a great deal by bringing this note to my attention. I wonder if you could do me another favor. И что же ты от меня хочешь? I need you to investigate the city, talk to my people, help them, if it'll win their trust. You can even go through their possessions, if you have to. You must work out who is going to break the dwarves' law. Once you have a name, come back and tell me immediately. As Jarl, I authorize you to go anywhere you need to go, including private homes. But if someone asks you to leave, you should do so immediately. Если я смогу вам помочь, то отправишь меня обратно в мое время? I can't promise either of those things, but I will certainly do everything within my power to help you once you've helped my people. And of course, if you decide to stay, I would make sure you enjoy a comfortable life here. Now what do you say? Will you help me? Хорошо, я помогу вам. Thank you. Now, you mustn't tell anybody where you're from or what may be about to happen here. People do foolish things when they panic. If it helps you, you're welcome to borrow the book on my desk. It contains the names and addresses of my subjects. Just don't show it to anyone. Goodbye for now, and good luck. I don't need to tell you what will happen if you fail. Это да. Это да. Так, как бы теперь спуститься было по-быстрому? Я не хочу через крепость бежать. У меня нет случаем заклинания какого-то. Нет, похоже, никак нет. Ладно. Ну давайте будем просто разговаривать тогда с людьми. The many shall suffer for the sins of the one. Что это за херня такая? Понятно, нам нельзя воровать. Ладно, значит, мы не будем ничего воровать. Давайте поговорим с кем-нибудь. Nice to see someone in the Citadel who isn't an Imperial for a change. Hey there. Расскажи мне о себе. Well, as you know, the Jarl is my father. Or, at least, that's what he tells people. What he doesn't tell anyone is that I'm adopted. And the worst part is, I don't even know why he adopted me in the first place. I mean, he doesn't seem to care about me at all. Sometimes I feel more like his prisoner than his daughter. If we weren't trapped in here, I'd run away in a heartbeat.
А твой отец любит покомандовать? He really is. He's always telling everyone what to do. I don't know how everyone puts up with him. Did you know he calls this place his citadel? And he and his friends don't do any work. Everything gets done by the people down in the city. He'll probably try to make you work for him too. But don't just do whatever he says. People around here should really learn to stand up to him. Знаешь ли ты выхода отсюда? You know my father would be upset to hear you ask that. I love it. Me, I'm not even allowed out of the citadel. I'm so bored. Father doesn't want me mixing with the common folk. He's all, why don't you read one of the books Gaia brought you? Books? I'm almost 18. I want to have fun, like normal girls my age. Or do anything to take my mind off where I am. I thought about getting one of those awful Nord tattoos. Father would hate that. But then that bitch Asanji told me about her skooma habit. I don't want to drink it, but if I get some, I just know I could get that junkie to spill her guts about everyone in this place. У меня есть немного скумы. You got some? Well done. Now, take it down to Asanji in the kitchen and see if you can squeeze her for information. It'll be hilarious. Да? Так, бани, значит. Давайте вымоемся. Так, мы помылись, нам хорошо. Дальше исследовать. Так, красть ничего нельзя, значит. И отправленные письма. Дорогой Бревин, я знаю, что ты никогда не получишь этого письма, но все равно хочу тебе его написать. Один из моих соседей в этом месте сказал, что это сможет мне получить примирение, что бы это не значило. Я хотела бы рассказать тебе о том, что мне жаль, что это произошло. Тебе должно быть... Мучает вопрос, почему я так внезапно исчез. Думаю, ты веришь, что я никогда не... Так, никогда бы не оставил тебя. И поэтому ты, скорее всего, думаешь, что я умер или ушел в лучший мир. Я не буду тебя винить, если у тебя уже кто-то есть. Маркарт — суровое место. Тебе понадобится любая помощь, которую ты сможешь найти. Так, да, и нашему сыну нужен отец. Ага. Я просто должен был написать тебе это. Я люблю тебя. Фьормунд. Ага. Ну ничего необычного, в принципе, в письме такого нету. Hey, I saw that. Look at me. Do you think I don't notice when you check someone out? I
wasn't, Dom. I swear. Please don't be angry with me. My name is Domitus, not Dom. You know, one of these days, those wandering lives of yours will get you in trouble. Чё, какая-то дверь? Дорогая Санши, до меня дошли слухи, что ты забиваешь голову моей дочери мыслями о незаконной и разрушающей души отравы, используемой дегенератами сферы, называемой скума. Видимо, ты была со мной неоткровенна в своем прошлом и скрыла, что была наркоманкой до появления в моем городе. Я буду внимательно следить за тобой. Напомню, что сейчас ты находишься в положении в моей цитадель, но если ты не будешь вести себя предельно пристойно, то быстро окажешься живущим в нищете в Нижнем городе. Надеюсь, я выразился ясно. С уважением, Ярл Метелус. Так. Так, это балкон еще один. Ладно, дальше в цитадель заходим. Дальше заходим. I'm a little busy, but what do you need? Так, у меня есть немного скумы. Is that what I think it is? Can I have it? Мне кое-что нужно от тебя. Whatever you want. I could give you food or information. You find out all sorts of secrets being the chef in a place like this. Will that do? Расскажи мне секрет этого места. Well, there's Marius. He's growing plants in his room that can really only be used for making poisons. Not sure what he's up to, but it's nothing good. Расскажи мне секрет этого места. Have you met Sapphira and Domitus downstairs? Sapphira despises that rude bastard. I don't blame her. Not that she'd ever say it to his face. I think I've told you enough already. Now, are you going to give me the skooma or not? Ладно, вот, держи. Oh, gods. I've missed this. So good. Oh, my God, that's good. A little weak, heavy on the nightshade, light on the moon sugar, but it feels like home. Thank you. This'll be our little secret, right? Ooh, now, I'd better finish up in the kitchen before the hallucinations really kick in. Да, наркоманка и счета. А вот спуск вниз.
Oh, look. I have a visitor. How lucky for me. Так, знаешь ли ты выход отсюда? Yes, I do. Death. Death is the only way out of here. Понятно. Oh, look. I have a visitor. How lucky for me. Working hard? Знаешь ли ты выход отсюда? I wish. Seems like dwarfs designed this place to keep folk in. But the only thing that keeps me sane is thinking there has to be a way out. Все ли в порядке между тобой и рабочими? Well, I'd be lying if I said they're happy. But I'd also be lying if I said I cared. They're decent people and all. But they seem to have an hard time grasping that somebody around here's got to work the farms, or we all starve. Gulver's the worst of the lot. Seems like a decent man at first, but he's got a temper on him. Once he told me he killed a man before he came here. He'll tell you, if you ask him. Of course, down here with the dwarves law, a bad temper could land us all in a lot of trouble. I'd keep an eye on that one, if I were you. Мне пора идти. Alright, well, I'll see you around. Угу. Пока только подозрительно то, что человек выращивает растения, которые ядовитые. Это первое, так скажем, подозрительное что-то. Help! There's a looter coming into the city. Так, что ты видела? I saw a man come down the shaft, but he was armed and he looked like a looter. If he makes it into the city and starts attacking people, he'll break the dwarves' law, and who knows what will happen. You have to stop him. Everybody, go home and lock your doors. I've left son waiting for me. Разбойники вроде оттуда вот должны. The many shall suffer for the sins of the one. Что случилось? Опять это херовина. Че и неубиваемая? Пошел вон, пошел вон, пошел вон, пошел вон. I saw him. If he makes it into the city and starts attacking people, he'll break the dwarves' law, and who knows what will happen. You have to stop him. Everybody. Что это было? И точно! Был какой-то звук. Так, давайте иллюзию.
Нужно что-то. Мне с тобой не справиться. Вали отсюда, давай. Победа за тобой. Я сдаюсь. И как же с тобой справиться, чтобы его не нарушить? Что это было? Еще, то есть... Сколько разбойников. Нифига себе, плащик. Алло, а ты что тут делаешь? Я тебя не помню, чтобы я тебя посылала. Стеклянный кинжал. Но я точно не помню, чтобы я его посылала. Тоже, ё-моё, кто-то работает, ё-моё. Её милое дитя, если Квин, то думает, что сможет скрыть от свою... Если Квин, то думает, что сможет скрыть от своей собственной семьи, то он еще больше разочарования, чем я думал. Возможно, ему удастся ускользнуть от своих родных братьев, но я знаю, что ты не подведешь меня так же, как они. Возьми с собой все необходимые инструменты и отыщи, где скрывается этот ядовитый паук. И когда ты, дорогая, его найдешь, сделай с ним, что ты сделаешь лучше всего. Отыщите Квинта и узнайте, представляет ли он угрозу, значит. Да, я еще спокоен. Так, все разбойники мертвы. Oh, thank the gods. What a relief. We're so lucky that you arrived in time to stop them. I'll be sure to tell everyone what you've done for us. Thank you so much. If there's ever anything my husband Tabik and I can do to help you, just ask. Разбойники искали здесь какого-то имперца по имени Квинто. Знаешь его? Quintus? No, there's no one by that name here. But if you're looking for an Imperial, I'd check the Citadel. That place is crawling with Imperials. Понятно. Hello, my friend. Все понятно. Ну, а на этом мы, думаю, с вами попрощаемся пока что. Думаю, мы узнали все, что хотели. А, правда, на этом будем прощаться. Спасибо, что посмотрели. С вами был Shadow и Андил. Всем удачи и до новых встреч!